Всем привет! Буквально на днях я решал одну небольшую задачу на работе. Мне нужно было нарисовать дебажные линии, перекрытые другими объектами. То, что у меня получилось, применимо не только к дебажным линиям, поэтому я и решил этим поделиться. Для большей наглядности я буду делать это на базе Unity. На этой сцене есть несколько объектов, над которыми мы будем творить нашу шейдерную магию. Для достижения желаемого эффекта нам нужно нарисовать видимую часть объекта одним шейдером и ту часть, которая перекрыта другими объектами, другим шейдером. Но как понять, что она перекрыта? Когда мы рисуем кадр, то помимо цветового буфера у нас есть еще и буфер глубины. Каждый шейдер может записывать в него информацию о том, насколько он далеко находится от камеры в момент отрисовки. И также ему можно указать условия, при котором он будет отрисовываться. Конкретно в Unity шейдерах этот параметр называется Z-Test. Приступаем к делу. В качестве основы берем базовый Unlit Shader и указываем ему Z-Test Greater. Так он будет рисоваться только в тех местах, где уже были нарисованы более близкие пиксели. Из-за того, что этот шейдер рисуется вместе с другими Aperture объектами, Unity может неправильно его сортировать, и иногда он в рендер вообще не попадает. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы он рисовался после всей основной геометрии уровня. А для отрисовки видимой части объекта я буду использовать обычный Surface Shader. Закидываем его во второй слот материала и готово. Базовая структура работает. Теперь настало время навести красоту. Для этих целей я решил использовать дизеринг. Это такой древний, дешевый и сердитый способ рисовать полупрозрачные объекты, просто выкидывая часть пикселей. Осталось только создать сигнал, с помощью которого мы будем понимать, нужно нам выкинуть текущий пиксель или нет. На вход фрагментному шейдеру подаются координаты в рамках экрана, в диапазоне от 0 до единицы. Этот атрибут называется SV-Position, и как раз его мы будем использовать как основу для нашего сигнала. Немного поигравшись с параметрами и формулами, я пришел вот к такому варианту. Теперь осталось добавить немного цвета и, конечно же, эмиссию для того, чтобы сработал glow эффект. Но такой равномерный результат мне не очень нравится, как-то вот души в нем не хватает. Поэтому, еще немного поковырявшись с параметрами, я обнаружил, что можно сделать такую наклонную штрихованную полоску. Финальный результат вы можете увидеть на экране, а ссылочку на source код я прикреплю в описании. Категорически рекомендую посетить мой телеграм-канал, там много всякого интересного. До скорого!